Сон Джун Ки — это имя, которое стало символом корейской волны, таланта и харизмы. Его путь к славе был полон взлетов, падений, скандалов и неожиданных поворотов, о которых до сих пор спорят поклонники. Родился он 6 сентября 1985 года в городе Тэджон, Южная Корея, в семье, где всегда ценили образование и труд. Был вторым ребенком среди 3 детей. Родители воспитывали его строго, но с любовью. Отец всегда повторял, что настоящего успеха можно достичь только упорством, и эти слова стали для него правилом на всю жизнь. В детстве он был активным и любознательным ребенком, но больше всего его увлекал спорт. Особенное место занимал конькобежный. Юный Джун Ки участвовал в соревнованиях, тренеры видели в нем будущего чемпиона. Он мечтал попасть в национальную сборную и посвятить жизнь спорту. Но судьба распорядилась иначе. В старших классах он получил серьезную травму колена. Врачи сказали, что о профессиональной спортивной карьере придется забыть. Для подростка это стало шоком. Он чувствовал себя потерянным, не знал, куда идти дальше, но именно этот момент стал переломным, он начал искать новое призвание. После окончания школы он поступил в престижный университет Сунгкунгван на факультет делового администрирования. Учеба давалась легко, он был одним из лучших студентов курса. Но судьба снова вмешалась. Однажды он заменил заболевшего участника на популярной телевизионной викторине. Его харизма и обаяние сразу привлекли внимание зрителей. Этот эпизод заметили кастинг-директора, и вскоре он получил приглашение на кинопробы. В 2008 году состоялся его дебют в фильме «Пара замужних». Роль была небольшой, но для него это было началом нового пути. Вскоре он получил роль в исторической драме «Скандал в Сунгкунгване», которая принесла ему первую волну популярности. Параллельно он стал участником развлекательного шоу «Бегущий человек», где проявил себя как веселый и находчивый человек. Его умение шутить и легко общаться с другими участниками сделало его любимцем публики. Коллеги вспоминают, что на съемках он всегда был предельно внимателен к деталям, мог репетировать одну сцену по 10 раз, пока не добьется нужного результата. На съемках «Потомков Солнца» он настоял на прохождении военной подготовки, чтобы движения и привычки персонажа выглядели максимально реалистично. Этот проект стал поворотным моментом. Он сыграл капитана спецназа Ю Си Джина, и дорама превратилась в международный феномен, транслировавшийся более чем в 30 странах. На съемочной площадке между ним и партнершей Сон Хе Кё возникли настоящие чувства. Их роман быстро стал достоянием общественности, а в 2017 году они поженились. Свадьба была закрытой, но снимки, попавшие в прессу, мгновенно разлетелись по миру. Фанаты называли их парой века. Многие верили, что эта история любви станет вечной. Однако в июне 2019 года он подал на развод. Официальная причина — непримиримые разногласия. Но интернет наполнился слухами. Кто-то говорил о вмешательстве родственников, кто-то о личных конфликтах, а некоторые таблоиды намекали на измену. Доказательств так и не появилось, но скандал затмил все предыдущие успехи. Развод стал ударом по репутации, особенно в консервативной Южной Корее, где личная жизнь звезд всегда под пристальным вниманием. Некоторые рекламодатели разорвали контракты, а он на время исчез из публичного поля. Период после развода был тяжелым. Впервые за долгие годы он почувствовал, что публика смотрит на него иначе. На фанатских форумах шли горячие споры. Одни считали, что он поступил правильно, другие винили его. В это время он много путешествовал, старался избегать скандалов и редко появлялся на публике. Лишь немногие близкие друзья знали, через что он проходит.
Его возвращение произошло в 2021 году с дорамой «Винченцо». Он сыграл адвоката, выросшего в итальянской мафиозной семье. Для роли он учил итальянский язык, а многие трюки выполнял без дублеров. Сериал стал хитом, а критики отмечали, что эта работа раскрыла его с новой стороны более зрелой и многослойной. На съемках он часто подбадривал молодых актеров, делился опытом и помогал им справляться с волнением. Фанаты радовались, их кумир вернулся и снова на высоте. В январе 2023 года он объявил, что женился на британско-итальянской актрисе Кэти Луис Саундерс. Спустя несколько месяцев стало известно, что они ждут ребенка. Летом родился сын, а в конце 2024 дочь. Сейчас его семья живет в Риме, а он сам старается проводить с ними как можно больше времени, несмотря на насыщенный рабочий график. В интервью он говорил, что готов отказаться от некоторых проектов ради семьи. «Я хочу, чтобы мои дети гордились мной не только как актером, но и как человеком». Сегодня он готовится к премьере новой дорамы «Моя юность», которая выйдет в сентябре 2025 года. Он продолжает сотрудничать с крупными потоковыми платформами, снимаясь в международных проектах и выбирая истории, которые его вдохновляют. Он признается, что теперь для него важнее не количество ролей, а их качество. Его мечта сыграть в исторической картине, которая смогла бы объединить восточную и западную культуру. После рождения детей Сон Джун Ки стал еще более закрытым в вопросах личной жизни. Он практически перестал публиковать что-либо в социальных сетях, а на вопросы журналистов о семье отвечал коротко, но с улыбкой. Его часто видят в аэропортах, когда он летает в Рим на несколько дней между съемками. Фанаты отмечают, что он стал мягче в интервью, чаще говорит о ценности простых моментов и о том, что хочет оставить после себя не только фильмы и сериалы, но и добрую память. Он также участвует в благотворительных проектах, но делает это тихо, без громких заголовков. В последние годы он поддерживает фонды помощи детям и жертвам стихийных бедствий. Коллеги говорят, что он стал более терпеливым и мудрым, чем в начале карьеры, а сам актер признается: «Моя жизнь теперь не только о том, как играть роли. Она о том, чтобы быть достойным мужем, отцом и человеком». За свою карьеру он прошел путь от спортсмена с разбитой мечтой до актера мирового уровня, сумевшего пережить скандалы, личные кризисы и начать жизнь с чистого листа. История Сон Джун Ки — это пример того, как человек может упасть, но встать снова, стать сильнее и найти свое счастье. И кажется, что его самое главное время еще впереди.